Да уж, давненько главный промоушен планеты не объявлял о разработке серьезных поединков. Мы уже успели соскучиться по крутым анонсам и сделать для вас прогноз боксерского поединка, который, кстати, уже на канале. И наконец-таки вышло сразу две позитивные новости. Участники чемпионского поединка в полулегком весе Брайан Ортега и Александр Волконовский станут главными тренерами The Ultimate Fighter, а претенденты этого же дивизиона подерутся между собой. Любимец едва ли не каждого фаната ММА Макс Холлоуэй, как оказалось, дотянул до нового титульного шанса, но на американца у UFC слегка другие планы. Благословленного выставили против лучшего друга Забита Магомедшарипова. 18 июля соперником бойца станет мексиканская пантера Яир Родригес. Тоже в нетерпении хочешь узнать, как закончится заруба? Тогда ставь лайк, и мы погнали к разбору. Мейн-ивент UFC Vegas 31 обещает стать ярким. Два потрясающих ударника, которые готовы будут биться до последней капли крови. Их бой точно станет одним из лучших событий этого года. А пока рассмотрим крайние поединки парней. Надеемся, вы не против немного окунуться в историю. Яир Родригес – имя, которое в Дагестане ненавидят едва ли не больше Конора Макгрегора. Мексиканец не только подогревал интерес к бою против Забита тонной трэш-тока, но и регулярно слетал с поединка. Магомедшарипов впервые в карьере решил выругаться на соперника в интернете и ждал боя с Пантерой, пока не вылетел сам. Мексиканец же оказался хитрее и принял предложение о поединке с Максом. В крайней схватке Яир разбил другого ненавистного для себя соперника в лице Джереми Стивенса. Первый бой был остановлен по вине мексиканца, тогда как во второй схватке он показал себя куда лучше и буквально разбил ветерана ММА. Но если трехраундовая баталия Пантеры прошла достаточно сухо, то крайняя битва благословленного с Келвином Каттером навсегда останется в истории смешанных единоборств как пример выдающегося выступления бойца. После боя у фанбазы UFC был один вопрос: что это было? Макс выдал перформанс уровня Мохаммеда Али, в шикарном стиле одолев одного из лучших ударников дивизиона. Холлоуэй разговаривал с комментаторами во время боя, повергнув в шок всю арену. Каттар выдержал пятираундовое избиение, но уступил бесспорным и единогласным решением судей, став участником одного из лучших моментов в истории спорта. Как мы видим, оба бойца крайне непростых соперников прошли без проблем. Оттого интересней будет посмотреть на зарубу между ними, особенно учитывая то, что обоих можно отнести к топовым ударникам. Ладно, пора перестать восхищаться матчапом противостояния, переходим к разбору. По весогонке у парней проблем вообще нет. Оба выглядят худыми для полулегковеса и идеально вписываются в параметры дивизиона. Это не тот же Волконовский, который представляет собой сборище мышц. Для Макса, как и для Яира, скорость невероятно важна, из-за чего буквально каждый килограмм может серьезно помешать осуществлению их геймплана. Так что бойцы стараются держать себя в норме относительно весовой категории. Антропометрически же атлеты равны в плане роста, руки у мексиканца чуть длиннее, но это никак не повлияет на ход поединка с Максом, который является королем тайминга и идеально сближается с оппозицией. Так что в антропометрическом плане мы выдадим атлетам ничью. Оба отлично слажены для полулегкого дивизиона и оба используют максимум от своих параметров в поединке. Идем дальше. Опыт – это то, в чем у одного из бойцов будет серьезное преимущество. Долго держать интригу не будем. Ежу понятно, что Макс провел куда больше пятираундовых баталий. Тем не менее, несмотря на короткую карьеру мексиканца, он тоже заходил на 25-минутную дистанцию. Непримечательный ивент UFC Fight Night 92 принял его бой с Алексом Касеросом, где Яир в блеклом стиле одолел оппонента сплитом. Яркая заруба с корейским зомби подарила нам багаж матерных эмоций, когда за секунду до конца Родригес вырубил соперника локтем. У Макса же подобных схваток в 3 раза больше. Он лучше знает, как подходить к чемпионской дистанции и явно опытнее в этом плане. Поэтому весомый балл по части опыта мы отдаем благословленному. Переходим дальше. На очереди у нас ударка.
буквально держим руку на пульсе в ожидании битвы 18 июля. И это происходит именно из-за того, что между собой встречаются два главных ударника дивизиона, но их подход к поединку кардинально разный. И вот почему. Макс шикарный боксер, возможно лучший боксер в мировом ММА. Его футворк нацелен на то, чтобы постоянно быть опасным для соперника. Обманки он начинает пускать в ход с первых же секунд поединка и старается сделать из оппонента параноика, откликающегося на любой заход на удар. Во время атаки же скиллсет бойца поражает. Он может спрятать точный хук за комбинацией, куда тот не вписывается абсолютно. Прочитав соперника, уже к 4-му раунду он начинает разбирать его на мелкие части. При этом Макс редко страдает от недооценки соперника. Если мы рассмотрим его карьерный путь, то заметно проиграл в стойке благословленный лишь в первой схватке с Волконовски. Битву с Порье не рассматриваем. Холлоуэй зря ввязался в авантюру, где соперник был заметно больше. Недочеты первой битвы с Волком Макс убрал. Не было просадок по скорости и выносливости. Теперь он занял центр октагона, направлял соперника в нужную для него сторону и контролировал ход поединка. Как рефери решились отдать победу Алексу, доселе неизвестно. У Яира же ситуация иная. Родригес куда чаще в своих битвах использует ноги. У него потрясающий ударный арсенал, из-за чего фанатам ММА остается только сожалеть, ибо их битвы с забитым, похоже, мы так и не увидим. Мексиканец постоянно заряжен на удар, но для него контроль октагона невероятно важен. Если зажать пантеру у сетки, то его скорости, особенно в поздних раундах, бойцу может не хватить, из-за чего Яир будет вынужден принимать на себя больший урон. А в этом плане бойцы примерно равны. Держак у обоих шикарный. Что касается битвы на руках, то у Яира здесь все не так хорошо. Он понимает, что нокаутирующей мощи его удары не несут абсолютно никакой. Нокаут Фили произошел после кика стареющего и заметно сдавшего Би-Джей Пена уронил даже простой парень из клуба, а корейский зомби сам вылетел на локоть мексиканца. В итоге за большую дистанцию поединков в UFC нокаутировать руками он не смог ни одного стоящего бойца. Макс же только рад будет перейти в зарубу на ближней дистанции, где он безусловно будет фаворитом. Второй балл в копилку у благословленного. Борьбу мы не будем даже рассматривать. Бой можно будет считать ограблением века, если атлеты проведут его в положении лежа. Скажем лишь то, что у спортсменов крутая защита от тейкдаунов, а борцовской базы у обоих нет. Прогнозом же мы вас ни капли не удивим. Бытует мнение, что Макса хотят заметно накормить серьезной оппозицией перед реваншем за титул, для чего Яир подходит великолепно. Но шансов у мексиканцев в зарубе с американцем нет. Опыт зарешает в пользу Холлоуэя. Его ударная техника, несмотря на все плюсы Родригеса, куда лучше. Мы настоятельно рекомендуем поставить на победу Холлоуэя и находимся в предвкушении ярчайшего выступления от гавайца. Как, по твоему мнению, завершится схватка? Своим мнением делись в комментариях и не забывай про подписку и лайк. Увидимся!